Вы безработный, еще имеете сверху несколько долгов. Прошу меня простить, но выдать вам такую сумму не представляется возможным. На этом все. Все пункты вполне нормальные. Делай, что хочешь, ты съезжаешь. Я могу взять тебя пожить к себе домой, у меня есть еще одна отдельная кровать для тебя, но нам с тобой нужно будет еще кое-что обсудить, без лишних ушей. Дело даже не в том, что я тебе сочувствую, а в том, что у меня есть подозрения насчет синдиката. Теперь внимательно послушай, на данный момент я поручаю тебе поговорить с тем Джеффри. Я хотел бы работать на синдикат. Минуту, пожалуйста. Полагаю, вы идете в сторону фермы? Да, а в чем дело? Там просто суета какая-то поднялась. Пришли люди из-за берега. Не думаю, что у хозяев будет время принять наемников вроде вас. Понял. Как твое имя, солдат? Пауль. А это мой приятель Фридрих. А я Николас, и... Райан, ну мы пойдем. У нас куча дел. Погоди. Райан, а кто такие люди из-за берега? Гильдия Оберег, если говорить точнее. Они защищают должников от людей синдиката. У нас могут возникнуть трудности. Эй, подожди. Никто ничего не хочет знать. Уважаемые, мне нужно поговорить с этим молодым человеком. По какому поводу? Да так, у нас назначена встреча на сегодня. Нет, я их впервые вижу. Мои глаза! А? Я знаю, на кого ты работаешь. Приходи позже. Сегодня пока нечего предложить. Классно мы тех парней отделали. Твой удар был бесподобен. Никогда не видел подобной техники. Да, приятель, мы молодцы. Ладно, я пойду, мне нужно поговорить с Паулем. Если что, найди меня в городе.
А, Николас, рад тебя видеть. Какими судьбами? Решил рассмотреть мое предложение? Не совсем, приятель. Мне нужен твой сержант по имени Пауль. Сержант Пауль, 2 шага из строя. Есть! Вольно, боец. К тебе гость, в общем-то. Поговорите где-нибудь неподалеку, а затем сразу же возвращайся. Как понял? Так точно. Пауль, ты говорил, что знаешь, на кого я работаю. Ты заодно с синдикатом? Не то чтобы синдикатом, я скорее на стороне Феликса. Он предупредил меня, что ты придешь. Ох уж этот Феликс, все у него продумано. А что думает стража по поводу синдиката? Стража не в курсе. Не вся, если быть точнее. Ричардсон и его люди зарекомендовали себя как честные и добропорядочные граждане. Они иногда делают пожертвования, благотворительность и собирают призовые фонды для боев на арене, а также занимаются перевозками грузов по морю. Капитан Арос долгие годы пытался взять синдикат за задницу, но безуспешно. Как вы познакомились с Феликсом и почему вы действуете вместе? Ты выглядишь честным человеком, который не трется в сомнительных кругах. Однажды мы очень помогли друг другу. А конкретнее? Мы с тобой не настолько хорошо знакомы, чтобы раскрывать наши общие с ним секреты, так что не вникай. Так о чем это я? В общем, мы договорились с ним, что он поможет мне уличить синдикат в их преступной деятельности. Занятно. Спасибо, Пауль. Теперь мне намного спокойнее. Бывай. Пока-пока. Феликс какой-то мутный. Но пока он меня еще не подводил. Надеюсь, я не ошибаюсь в нем. Может, ушел по делам? Чтобы почитать, пока Феликс не вернется. Где же... Эй! Вы еще кто такие? Феликс не дома, так что топайте прочь. О, а мы сюда и не за ним. Бежишь так, словно увидал призрака. Что с тобой, дружище? Не здесь. Киллиан, все скажу, но не здесь. Ему стоило лучше подумать. Как будто у меня без того проблем не хватает. Тебе не стоит спрашивать меня об этом. На меня напали, Киллиан, представляешь? Я пришел домой к Феликсу, чтобы доложить ему о течении нашей совместной работы. Но дома его не оказывается, а чуть погодя врываются в дом 3 мужлана и твердят о том, что я перешел им дорогу. Мне не по себе, Киллиан. Я предполагаю, что это гильдия Оберег. До этого мне пришлось убить их людей, потому что они мешали мне выполнить задачу. Я вляпался по самые не хочу. Давай по порядку. Кто такой вообще Феликс? Точно. Ты ведь не понимаешь, о чем я говорю. Если коротко, то он человек, работающий на синдикат. Организацию, которая помогает нуждающимся. Занимаются благотворительностью, но и они не без греха. Так именно Феликс и предложил мне деньги на лавку. А потом меня выселили. Ладно. В общем, человек он неплохой, просто я не до конца уверен, могу ли ему доверять. Знаешь, вот он не хочет для меня ничего плохого, это понятно. Но он иногда меня задевает. То пошутит где-нибудь или заткнет, может, тыкнет. Трудно сказать, что я о нем думаю.
Да, он втянул меня в очередную историю, но выпутаюсь ли я без него? Успокойся. Вдохни и выдохни. И если хочешь, можешь рассказать мне все от начала и до конца. В общем, помнишь, я говорил тебе, что хочу открыть собственную лавку? Так вот. Ты не мог знать заранее, что уготовила тебе судьба. Это нормально. Да и подумай, может тебе в будущем будет что вспомнить или рассказать внукам. Дерьмо случается. Случается. Тебе нужна помощь. Вижу, человек ты неплохой, потерян. Но это поправимо. Скажи мне, Киллиан, в час нужды, когда ты будешь мне нужен больше всего, ты придешь ко мне на помощь? Обещаю, пусть мы не так много знакомы, но мы должны поддерживать друг друга. Меня так воспитали. Так что смело рассчитывай на меня. Что здесь произошло, черт подери? На меня напали, пока тебя не было. А где был ты? Где был я? Ты мне сначала объясни, какого хрена ты устроил потасовку в моем доме, Николас. За мной пришли трое из оберега, Феликс. Пришлось бежать, пока цел, иначе, придя сюда, ты бы обнаружил в этом бардаке мой труп. Так и знал, что твои проблемы не ограничатся простыми денежными долгами. Что ж, понимаю, но в следующий раз постарайся быть более осмотрительным. И убирай за собой чертовы трупы. Что можешь сообщить по нашему делу? Я уже выполнил задачу от Джеффри. Ты уверен, что все делается правильно? Подожди, мы ведь только начали. Имей терпение. Расскажешь, с чем ты успел столкнуться по пути? С моряком по имени Райан. Он довольно общительный и приятный человек. К слову о нем, он вернул тебе деньги? Вернул, не беспокойся о моих деньгах. Лучше сосредоточься на задании. Мы наткнулись на бойцов оберега. Они мешали нам достигнуть цели, и пришлось избавиться от них. Нарвались на оберег? Понятно. Я не удивляюсь, почему они пришли за тобой, потому что очень не любят, когда кто-то лезет в их дела. Конечно, это не дортмундские дикари, но тоже не пальцем деланные. Не будь с тобой Райана, уверен, тебя пришлось бы собирать по частям. Хватит меня задирать, мать твою! Как мне это надоело! Можешь хотя бы на минутку обойтись без своих колкостей? Для наемника, пускай и бывшего, ты слишком раним. Ну же, где твое хладнокровие? Теряешь хватку? Успокойся, не принимай все так близко к сердцу. Ладно. Короче, у меня есть пару нерешенных дел, поэтому свяжемся чуть позже. Отправься в Дортмунд и познакомься с Элисом. Когда будете возвращаться в Сокран, зайдите ко мне. Я думаю, ему будет с чем с нами поделиться. Как это связано с синдикатом? Разве сфера их влияния не в городе и Бэйсайде? Элис может что-то знать, поскольку видел Джеффри в деревне несколько раз подряд. Понял. Я отправлюсь туда на следующий день. Может, нагуляю аппетит. Вот и славно.
Дилетант. Значит, Феликс продолжает выполнять свои обязанности, несмотря на регулярные разногласия и смену руководства? Пока он ничего не подозревает, у нас не возникнет с ним проблем. А что делать мне? Я же неплохо справился, начальник. Точнее, мы. Во-первых, передай Нику, что он должен вернуть часть своего долга. Сам я не передам, потому что через пару часов я направляюсь по делам. И вот что. Бери с собой Николаса и дуйте в ночь на склад. Разгрузите прибывшую контрабанду. Она поможет нам в нашей войне с оберегом. И не только. Усвоил. Пошли, Райан. Помощь твоя нужна. Что? Куда? По дороге поговорим. Идем. Что вы обсуждали там, наверху с Джеффри? Да так, дальнейшее поручение. Ты же за него не пришел. Решил я сходить. Ну там, склад разгрузить, ну знаешь, как это бывает. Работы проще быть и не может. Если только нам не помешают. В этот раз получать пинком в голову не хотелось бы. Такова наша работа наемника — получать люлей. Ха-ха! А еще Джеффри просил передать, что ты должен вернуть ему часть суммы от долга. В самом деле? Уже? Черт. Ладно, потом об этом всем. Пройдемся до Дортмунда. Феликс занят, поэтому мы увидимся с ним позднее. Ладно, а зачем я тебе тут? Я собирался выпить рома в трактире, а ты меня куда-то потащил. Дортмунд место неспокойное. Мне не помешал бы напарник, который прикроет спину. Там живут наемники, каких только хочешь видов и наклонностей. Стоит быть начеку. А, ну, теперь понятно. Рад знать, что ты мне доверяешь, приятель. Грязный воришка! Ну подожди! Извините. Он заслужил это. Прикончи его! Задай ему! Прикончи его! Ты показал ему, кто здесь главный! Он заслужил это! Это еще что там такое? Местные рубаки. Никогда не слышал о великих борцах из Дортмунда? Ну, я вообще-то не местный. Точно. Ладно, нам туда. Подняться и в трактир. Он слушал не тех людей. Никому не интересно мое мнение. Я не позволю так обращаться с собой. Я знал, что это будет проблемой. Ты чего застыл, Ник? Ник. Это плохой бизнес. Чего случилось? Уснул? Неважно. У меня без того проблем не хватает. Элис? А ты должно быть Николай. Николас. Любойся дальше. Хорошо, дружище. Что можешь сказать нам интересного? Есть кое-что. Я недавно наблюдал за Джеффри, так что, может, я смогу что-то рассказать. Он тут иногда приходит, что-то обсуждает с трактирщиком, а потом идет в крепость. Удивительно, что его часто принимает сам Эйтрик. Вы же знаете Эйтрига? Послушай, парень. Ну так вот, это самый главный мужик в этой деревне. Живет в здоровенной крепости. Ему подчиняются даже местные охотники на чудищ. Я не видел ни разу, чтобы он покидал свою крепость. Ладно, пока расслабься.
Позже поболтаем с Феликсом обо всем, что тебе известно по нашему делу. Нет проблем. А пока я поброжу с вами. Вы же не против? Нет, малолетний дурак мне в команде не нужен. Да ладно тебе, Ник. Пускай с нами походит. Мне он нравится. Напоминает мне моего одного приятеля. О, а у меня тоже был приятель. Его звали Титус. Он однажды... Помолчи и не беси меня, малыш. Ладно, походишь с нами, но не раздражай меня. Ладно. Если он этого не видит, я ничем не могу помочь. Я так и сказал. А вы видели того большого парня на арене? Он довольно хорошо разбрасывает всяких доходяг. Думаю, вам стоит с ним познакомиться. Ага, о ком это ты? Пойдемте, поглядим. Покажи ему, кто тут главный. Задай ему. Прикончи его. Сейчас повеселимся. Прикончи его. Как он ему дал? Неплохо. Вот так. Он заслужил это. Ну как вам, хлюпики? Ха! Тоже хотите получить по башке? Выпендриваешься. А ты крутой у нас, да? Ну давай, выходи на ресталище, оценим твою дурость. Ладно, здоровяк. Считай, что ты победил. Да и причин драться с тобой впустую у меня нет. Что же, хозяин-барин. Ха-ха. Мое имя Йохан. И лучше бойца, чем я, вы нигде не найдете. Райан. А я Элис. Рад знакомству. Вам обязательно стоит посетить турнир в Сокранте. Вот увидите, это будет настоящее шоу. Приглашаю вас как представитель бойцов Дортмунда. А может, вы даже захотите поучаствовать? Турнир? Тот самый ежегодный турнир, что проводят с незапамятных времен? Тот самый парень. И состоится он через 2 дня, так что если хотите поучаствовать, то заходите к Джеффри, он организатор. И да, я собираюсь в город, так что не скучайте. Увидимся там. Нам пора возвращаться в Сокрант. Уважаемые жители Сокранта, начинается подготовка к великому состязанию на городской арене. Новый ежегодный турнир. Мы привели парня. Теперь можно приниматься за дело. Элис? Здравствуй, тебе есть что мне рассказать? Конечно, Феликс. Джеффри видели в Дортмунде. Есть подозрение, что сам Эйтрик принимает его у себя. Что? Вы понимаете, что это значит? Ричардсон засел у Эйтрига во дворце. Чертов главарь недосягаем. В таком случае у нас появилась иная перспектива. Мы идем записываться на бои и как можно скорее. Ты серьезно? И как же это поможет нам достать Ричардсона? В этом весь смысл. Мы запишемся на турнир, и если ты победишь, то сам Ричардсон тобой заинтересуется. Но, чтобы это произошло, ты должен сказать Джеффри о том, что собираешься воевать на стороне Синдиката. Мы пойдем к нему вместе. То есть мы будем драться за то, чтобы сблизиться с ним, верно? Верно. Что ж, пусть так. Ну вперед. А с вас двоих пока довольно, передохните. Опять ты? Ты, я погляжу, как обычно, очень рад меня видеть, старик. Моя воля вовек бы твою рожу не видел. Но мы здесь не беседы разводить пришли. Николас и я хотим записаться на турнир. Как бы мне не хотелось записать вас обоих на турнир, я не могу, поскольку осталось лишь одно место для участника. Так что я запишу только одного из вас.
что ж, это твой звездный час, Ник. Значит, турнир обещает быть трудным. Ты знаешь, что такое турниры, парень. Разумеется, ты рискуешь здоровьем за отличный куш. Я записываюсь на турнир, чтобы представлять синдикат. Это честь для меня. Хорошо, что ты сказал. Ведь это именно то, что нам и требовалось. Я сообщу о твоей кандидатуре боссу. Можешь идти и основательно подготовиться. Я гарантирую, что на этом турнире будет такое, чего никогда прежде никто не видел. Так что не трать драгоценное время на пропивание его в трактире, а приготовься как следует. С кем я буду соревноваться? Я должен знать своего врага в лицо, знаешь ли. Список участников не раскрывается, но я назову тебе 3 потенциальных противников. Итак, это из самых сильных, если ты претендуешь на звание финалиста. Джават, Бейлин и Йохан. Что они из себя представляют? Джават – это чемпион нескольких арен в Аранте, включая великую арену Морасул. Бейлин – мастер ловить рыбу, но кроме того, с посохом он владеет на высшем уровне. А Йохан, я думаю, что до финального участника он самый тяжелый. Но не тешь себя надеждами. До боя с ними тебе еще предстоит дойти и не опростоволоситься в первом же бою. Финальный участник. О ком ты? Довольно вопросов. Вам пора. Не отвлекайте меня от работы. Ну все, пойдем. С чего мне начать? Если тебе нужно поднатаскать свои навыки боя, то рекомендую тебе отправиться на арену Дортмунда. Также ты можешь посетить арену города в свободное время. Там наверняка сидят бойцы и уже готовятся к состязанию. А ты? Не научишь меня сражаться? Я еще ни разу не видел тебя в бою. Я не избиваю младенцев. Что? Это уже перебор. У меня нет времени учить тебя, Николас. А желающих набить тебе морду, я уверен, найдется с лихвой. Ну ладно, я подготовлюсь и так. А теперь пришло время позабавиться. Драка! Ох, мой бог! Драка! Неплохо. Ох, моя голова. Покажи ему! Покажи ему! Не останавливайся. Прикончи его. Ах, драка! Бог мой, какая жестокость! Защищайся. Ты показал ему, кто здесь главный. Что, решился таки? Ха-ха. Стало быть, сразимся, парень? Моя голова. С удовольствием.
Они лупят друг друга, так что даже страшно. Ты показал ему, кто здесь главный. Я требую реванш. Мы будем драться до моей победы. Хочешь еще раз получить по морде? Да, покажи этой свинье, где раки зимуют. Задай ему. Не останавливайся. Что это было? Паршивая погода. Победив один раз, я буду побеждать снова и снова. Успех порождает сам себя, Йохан. Что ж, может, ты и прав. Пущай же сам Сократ будет свидетелем нашего боя. Так ли необходимо было доводить себя до беспамятства, Ник? Чё? Йохан притащил тебя сюда. Я, конечно, потрясен. Там были и другие. Всех победил, но победить Йохана было намного тяжелее остальных. Мне потребовался почти целый день. Твоей выносливости позавидует даже орк. Знаешь, бери бутыль, присаживайся. Что? Разве ты не хочешь сделать мне очередное замечание? А что, разве надо? За твой успех. И надеюсь, в следующий раз тебя не завезут сюда вперед ногами. Спасибо, Феликс. А это ты меня немного привел в порядок? Нет, твоя подруга. Мы находимся в ее заведении. До моего прихода она посидела с тобой, а потом ушла по своим делам. Анна? С какой стати? Думала, что ты помер. Пусть обломится. Мне еще жить и жить. Она переживала за тебя, парень. Знаю, вы с ней в ссоре, но может она успокоилась. Ладно, ты отдыхай, а я пойду. Поговорим позже. Полежу еще немного. Мне точно стоит прийти в себя после всего этого. Я без стука. Ну ладно. Чего хотел, Райан? Да мы тут с тобой... задание одно просрочили. Джеффри был недоволен. Требует наши задницы срочно в порт. Как просрочили? Дьявол! Я совсем забыл об этом. Да, так что пошли. Синдикат не прощает ошибок. Но поскольку ты, Николас, будешь выступать на турнире за нас, то я могу простить тебя. А тебя за компанию. Даю вам еще один шанс. Отправляйтесь в пригород. Сейчас же. В трактире вы поговорите с местным трактирщиком. Заберите у него ящик и дуйте сюда. Что в этом ящике? Голова этого кретина Феликса. Какая вообще разница, что там? Просто доставьте этот ящик мне. Чем тебе так досадил Феликс, что ты его так не взлюбил? А ты спроси его сам. Думаю, он тебе еще не рассказывал. Ладно, мы уже идем.
А о чем он говорил? Я все прослушал. Райан, ты мне скажи. Ну ты идиот! Немного. Нам нужно двинуться в пригород и забрать какой-то невиданный груз. Ну, мы же можем проверить, что там? Не думаю, что это входит в нашу задачу. Да не парься ты. Замолчи уже! Я командую здесь, а ты слушай меня, если не хочешь проблем с синдикатом. Мне уже вот где твое дурачество. Так что делай, как я говорю, и все будет нормально. Ладно, не бойся, Ник. А можем ли мы взять с собой Элиса? Он вроде толковый парень. Ты хотел сказать толковый дурень? Ладно, пусть идет с нами, но если с ним что-то случится, то отвечать будешь ты. Так, хватит торчать здесь, двинули. А я рассказывал вам про своего друга Титуса. Мы с ним как-то решили сблизиться с девчонками, а он такое отчебучил. Никому не интересно, Элис. Ладно, но девчата были что надо. Почему ты всегда такой серьезный? Потому что я сосредоточен. Хотя мы ведем уединенный образ жизни, мы следим за событиями в миру. Сейчас ты получишь. Помогите! Проваливай отсюда. Черт побери! Мы от Джеффри. Все трое? Он сказал, что у вас будет двое. Да, трое. Так уж вышло. Пришлось взять себе дополнительного напарника. Секретный груз все-таки. Вас только за смертью посылай. Долго живы. Может, все же глянем? Одним глазком. Да, что там может быть? Яд? Химия? Оружие? Нет, мы не будем туда смотреть. И точка. Мы уже накосячили перед Джеффри. Он не будет нам прощать это. Хотел бы, чтобы мы знали. Рассказал бы. Какого черта? Николас, это что? Ты меня спрашиваешь? Вышел бы да сам узнал. Будет сделано, дружище. Ты совсем идиот! Напомни мне в следующий раз никуда тебя не брать. Ник, кажется, никого. Уверен? Да-да. Так что пошли. Не разочаруйте меня в следующий раз. Раз уж вы здесь, то напоминаю, что вам пора собираться на главное состязание года. Свободны. О, вы гляньте! Успешный мастер по фехтованию все же решил записаться на турнир! О, а мы как-то с моим приятелем Титусом тоже записались на местный сельский турнир и... Элис, не время для историй. Ах. Да, я записался и не просто так, знаешь ли. Хотел посмотреть, как ты уработаешь большинство противников. И мы выступим с тобой 1 на 1. Меня впечатляют твои умения. Ха! Вот оно как! Что ж, я польщен, парень! С удовольствием выпью из тебя всю дурь снова! Как твоя голова, кстати? Не приложи ты меня десяток раз, было бы лучше. Николас мастер своего дела. Видел бы ты его бою с толпой. Он всех порвет. Ну ты загнул. Николас силен, спору нет, но... Хватит болтать. Давай тренироваться уже. А ты хорош. Давай тренироваться.